Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Домашний пирог с курицей приготовим сегодня с вами. Наипростейший набор продуктов и легкий рецепт. Но обо всем по порядку. Давайте скорее начнем. В равном количестве смешиваем воду и растительное масло. По 200 мл в нашем случае. Добавляем 30 граммов томатной пасты. Позже отвечу, зачем она нужна. Всыпаем 5 граммов соли. Чтобы не пропускать новые видео, нажмите на колокольчик, выбрав все уведомления. И, конечно же, не забывайте подписаться. Теперь добавляем немного муки, на которую высыпаем разрыхлитель для теста. Начнем замешивать постепенно тесто. Разрыхлителя беру 10 граммов, причем он рассчитан на 400 граммов муки. Но ничего страшного, если муки будет больше. Мука разная, и это нужно понимать. Но тесто будет в любом случае мягкое, даже если количество разрыхлителя уменьшить до 5 граммов. Так тесто выглядит после того, как добавлено 560 граммов муки. Тесто хорошо собирается в шар, не распадается. Больше и не нужно. Накроем его на 10-20 минут, пусть набухнет клейковина. Мы же успеем за это время подготовить начинку. Луковицу нарезаем полукольцами. Можно взять не одну, а даже больше. Обжариваем его до прозрачности. Параллельно отварное куриное филе измельчаем на кусочки. Я взяла 400 граммов курицы, просто сварила в воде до готовности. Занимает это 15-20 минут. Причем, если закладывать курицу в кипяток, то она будет вкуснее, сохранит больше вкуса. При варке я не солила. Добавляем в курицу лук вместе с тем маслом, в котором он обжаривался, а также для сочности сметану. 40-50 граммов. Лишней не будет. Конечно, не забываем посолить и поперчить. Перемешиваем до полного распределения ингредиентов. Но это еще не все, что будет добавлено в начинку. Тесто полежало, масло из него немного вышло. Не пугайтесь. Присыпем его мукой, обминаем. И все снова отлично. Кстати, тесто заметно стало однороднее и мягче. Да, как вы заметили, томатная паста придает тесту цвет. Но кроме цвета она дает вкус. Вкус масла не будет чувствоваться, и тесто будет не таким пресным. Делим его на две части. Меньшую пока оставляем для верхушки пирога. Раскатываем сразу большую часть. Подсыпаем муку. Я раскатала тесто до формы диаметром 28 см с запасом на бортике. Точно такой же толщины раскатываем меньшую часть теста. Такое тесто можно раскатывать любой толщины. Оно всегда будет вкусным. Даже на противень размером стандартным 38 см на 40 см его вполне хватит. Но начинки, конечно же, нужно будет больше. Выкладываем на нижний слой теста курицу с луком, сметаной и специями. Натираем быстро сыр. 150-160 граммов достаточно. Распределяем сыр сверху куриного филе. Таким образом сыр будет плавиться и пропитает кусочки курицы. Накроем сверху начинку тестом и слепим шов. Как вам больше нравится, можно и вовсе подвернуть. А тем временем духовка уже нагревается до температуры 180 градусов. Разрезаем середину для выхода пара. Сыр беру сулугуни. Я его люблю использовать для любой выпечки. Он хорошо плавится. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов 30-35 минут. Начинка готова, и нужно лишь запечь тесто. Если начинка будет сырая, соответственно, время выпечки должно быть увеличено.
Смазывать пирог не обязательно. У него и так будет красивый цвет. Уже не терпится попробовать. Но хотя знаю, что это будет и так вкусно. Из этого теста пеку очень часто, что и вам советую. Нож разрезает пирог легко. Для этого теста начинка также может быть любая. Картофель, капуста, грибы, либо некоторые вариации из них на ваш вкус. Давайте скорее пробовать. Сыр расплавился. Тесто получилось мягкое, похоже на песочное, но не рассыпается. Начинка внутри сочная, сырная. Будет вкусно 100%. И даже в холодном виде. Готовьте с удовольствием. Пока!